Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня у нас с тобой тут что ты видишь? Правильно, Loop Hero. Продолжаем, значит, мы бегать петельки в нашем чудесном мире, который исчез по непонятным причинам. Какой-то там костлявый мужик Лич что-то наделал. Туда-сюда, там, и вот это вот все случилось. Да, в прошлой серии мы с тобой построили, получается, полевую кухню, построили костер, какие-то жители к нам... Ёб твою мать. Какие-то жители к нам сюда вот пришли. У нас тут вот открылись карточки. Новая карточка открылась. Кровавая роща. Кровавая роща. Да. И сегодня мы с тобой, получается, что мы продолжаем, просто берем и идем в экспедицию. В следующий круг идем изучать. И я, знаешь, что нашел? Знаешь, что я нашел? Смотри. Скорость. Можно увеличить скорость. И вот побежал. Получай, слиздяк. Так, дорожный фонарь. Предлагаю я, значит, начать дорожные фонари где-то типа здесь, наверное, даже вот сюда, потом вот сюда, потом вот сюда, и как бы это вот два участка дороги будут у нас более безопасными. Скалу поставим с тобой сюда, чтобы увеличить сейчас сразу здоровье, чтобы потом построить горный массив. Опа, меч. А мечом-то удобнее рубить нечисть. Так, а ну-ка, стоп. Так, скала, лук, скала. Получается, смотри. Значит... Как бы выгодно, я думаю, поставить скалу сюда, потому что если мы ставим ее сюда, то вот эта гора будет соседствовать, а сюда гору, то гора будет соседствовать только с двумя, чем бы там ни было, а то есть давать меньше здоровья, чем может. А если гора станет сюда, то она будет с 3 штучками соседствовать и давать 15, а не 10 здоровья, как здесь. Поэтому мы ставим гору сюда. И это правильный выбор, я считаю. Лук. Помню я, там были какие-то штуки казны, назовем их так. И с ними были определенные приколы в том плане, что они как бы не ставились. Если, допустим, вот тут вот типа что-то уже есть, то как бы вот сюда мы не можем в эту клеточку, да, давай так. Если вот тут есть что-то, то в эту клеточку казна уже не станет. Как следствие. А что нам с тобой нужно сделать? Мы пока вот это не будем застраивать. Будем пытаться выбить казну, чтобы поставить ее сюда и, допустим, сюда, потому что если ее полностью оградить, я тут узнал, она даст много ресурсов. А это что? Правильно, а это хорошо. Давай паучье гнездо вот сюда вот херачим. Пусть генерируются павуки. Ну и сюда давай, наверное, дом вампира, чтобы он поменьше клеточек с собой занимал, как бы поменьше проблем нам доставлял, собственно. Можно было бы, конечно, в принципе, не ставить и эту скалу, и тогда прям вплотную к скале. Слушай, а давай не будем пока ставить вот эту скалу. Я вот что думаю. Вот так вот мы делаем, и павуков будет мало. Как следствие, мы с тобой дольше проживем просто-напросто. Так, я считаю, что вот этот вот участочек, который мы облагородили, мы тут сразу еще и вот так сделаем, чтобы вообще был шик-блеск. Повысим... Падла. Ну давай вот так. Повысим нашу скорость там атаков, уронов и вот это вот все. Слушай, подожди, сейчас. Надо сразу сделать нам с тобой одну вещь. Поставить вот эту штуку. Прямо вот сходу. Чтобы лутать дерево. Каждый раз, проходя через эти штуки, мы же с тобой лутаем дерево. Вот будем лутать больше дерева.
Так, броня и щит. Да, слушай, прям жизнь бьет ключом по голове. Угу. Еще один маяк. Ну, давай еще один маяк, да. Сюда вот поставим, чтобы пока что было наименьшее пересечение юрисдикции, при этом наибольший радиус охвата. Скажем так. Меч это чё? Меч это ничего. Все ясно. Так, слизни. Слушай, ну как бы по ощущениям, слизни это вообще самый приятный противник в этой игре, потому что с него падает много карточек ландшафта, с них обычно падает больше всего лута как-то. Вот вампиры, мне кажется, самые неприятные ребята здесь. Что это? Ой-ой-ой, давай. Ты видел? Цифра. Я поставил, она прям поменялась прям вот по ходу действия. Так. Предлагаю рощу сюда вот сандалить, чтобы как бы уменьшить количество эксцессов, связанных с рощей. Тут все довольно-таки рандомно, и поэтому как бы не хочется, чтобы этот лишний рандом нам все ломал. Будем урегулировать рандомность. Давай вот сюда вот встаем. Горку ставим вот сюдыть. Колечко, контрудар 16%. Звучит великолепно. Будем отвечать. Ага, заполнилась рука. Ой, ладно. Кажется, тут больше места, чем кажется. Блин, ну, слушай, видимо, вот сюда вниз. Все-таки мы сейчас так вот раскидаемся, видимо... Слушай, ну, типа, даже если будет здесь казна, то все будет хорошо, все будет работать. Ладно, давай раскидаемся. Просто не знаю, сколько там слотов задумано под все это. Давай сразу гору построим. Задумано под все это дело. И если вдруг карточки начнут сгорать, то будет крайне печально. Будет прям максимально печально. Вот, отлично. Видишь, как хорошо мы идем. Слушай, это все просто прекрасно, я считаю. Так, щит. 70 урона, удар по всем. Да, мы это берем с тобой. Мы с тобой берем. Предлагаю вот куда-нибудь, наверное, сюда присобачить этот павучий кокон. И может быть куда-нибудь вот сюда рощу. Ну, чтобы не мозолило вот это глаза тут. Так, дальнейшие горы, насколько мы помним, не строят еще один горный пик, то есть смысла 0, да? Он все еще дает плюс 5, блин. Не, ну вот эти штуки тоже, короче, да, цветущие луга становятся цветущими только вблизи какой-то клетки, опять же. И это, блин, грустно. Давай вот сюда вот сандалим вот эту штуку. Зачем? Чтобы, ну, было больше регенерации в день. Так. И получается, пошли мы. Так. Что нам дашь ты? Ты нам дашь особняк, Что, будем жить в особняке? Еще один особняк вампира. Так, вот, типа, можно мне больше улучшающих меня штук, а не штук, генерирующих мне неприятности? Блин, хочется его, типа, поставить сюда, чтобы потом сюда поставить какой-нибудь, допустим, этот. Ну, вот тут у нас будет фонарь. Ну, тут очень нагруженный по получению по лицу участок будет. А тут... риск встретить вампира не там, где хотелось бы. Гора. Надо бы поставить гору. Надо бы, да? Но... А что я сюда не могу? Тут типа придорожная часть, да? Ну, слушай. Слушай, что у нас тут получается. Конечно, давай так вот. Немножко в режим планирования уйдем. И если мы вот тут вот ставим штуки, то, допустим, вот так вот можно поставить сейчас 3 горы. Давай мы это, собственно, и сделаем.
3. Сюда луг. А сюда не луг. Сюда мы, допустим, потом вставим... Возьми еще 3 горы. Будем получать 15 здоровья. Мелочь приятно. А вот сюда еще 1 лук. Ну, будем так потихоньку застраивать эту верхнюю часть карты. Хочу новое оружие. Что у меня какие-то бомжатские мечи, топоры? Дайте мне нормальных штук. Дайте мне... Вот это вот мне дайте. Что тут, ну, такое. Малоприятные вещи. Так, вампир бьет по лицу так прям больно. А можно мне меньше особняков вампиров давать? Мне они не нравятся, к примеру. Так, скала. Рощу мы построим, давай с тобой где-нибудь, ну, допустим, вот здесь. Опа, гарпия. Гарпия прилетела. Ведьма. Так, меньше урона. Меньше урона без каких-либо эффектов. Зачем? Незачем, правильно. Не нужно оно нам. Много здоровья, но там 4 чистого урона. Сверху дополнительных это гораздо более приятно. Мне кажется, тут вообще ничего нету. Эти вот картинки, типа разные картинки одинаковых пушек, приятно, конечно, но зачем? Вопрос очень у меня такой большой. Давай поставим вот тут вот, как мы и хотели. Слушай, а я потом, я сейчас могу сюда поставить эту казну, потом по итогу? Ну, по идее, вообще, да, как бы. Так, забвение. Я узнал, что когда мы закрасим карту полностью, выйдет лич. Тот самый крысич, который, получается, нам все сломал, жизнь, убил наших друзей, детей, весь мир. И, собственно, ему нам предстоит противостоять. Вот. И забвением можно снести замки, которые дают ему... Что правильно? Дополнительное здоровье и урон. Мы же с тобой будем пытаться его убить. Я не уверен, конечно, что мы сможем его убить, но мы будем пытаться его убить, опустить. А для этого мы оставляем забвение себе как бы на будущее. Как бы да. Вот вообще я почитал по его адекватным применениям, собственно, этого забвения. Еще мне... Слушай, а вот это приятно. Еще мне было бы его использовать, если вдруг ты не планируешь все-таки убивать лича, чтобы снести гору и получить очень много заметных перемен очков. Это как бы вот очень такая важная вещь, она нужна там, да, как материал для стрельбы. О, казна. Все, можем поставить, прекрасно. Ну все, теперь можем строить эту казну, получается. Что у нас тут? Ну тут, наверное, так, 3 горы построим. Так, давай, кладбище. Кладбище у нас будет... Ну, пускай здесь, допустим, да, стоит кладбище. А пускай тут где-нибудь, давай, вот тут стоит луг. В шманах ничего интересного больше нету. Тут что такое? Ну, такое. Ну, пусть будет. Не, вот 9 чистого... Вот эти проценты, это все же проценты. А 9 чистого урона, это все же 9 чистого урона. Пауки. Хочется и не хочется одновременно, да? Как-нибудь вот их... поставить так, чтобы они, может, здесь будет обидно, если меня завалят прямо перед входом в деревню. Ну, давай сюда поставим и будем, собственно, смотреть дальше. Так, давай вот сюда вот скалу и потом поставим паузу, потому что что-то не успеваю за этими их приколами. Маяк, еще один маяк. Ну, что у нас получается? Типа 4 клетки, да, отсюда работает. Ну, вот отсюда, типа, гораздо больше, но отсюда 4 клетки и минимум пересечений. То есть, типа, максимум
как бы не задействованных. Давай вот сюда его поставим. Вот тут вот те же 4 не задействованных, но есть еще и задействованные. Мне интересно, будут ли они стакаться. Вот в чем вопрос. Очень интересный и животрепещущий, между прочим. Стакается ли скорость от этих самых ваших маяков? Ля, что устроили? Собаки с этими... С гоблинами. Гоблины, вообще, мне кажется, самые неприятные штуки, что тут есть. Блин, вот что я хотел почитать-то самое главное, и в итоге забыл почитать, зачем, собственно, защита и как она вообще работает. Просто как бы может быть выгоднее сейчас. Давай просто проверим. Может быть, все-таки выгоднее взять, типа, 5 защиты и 8 скорости атаки, ну, типа, но потерять при этом 10 урона. Да. Давай посмотрим. Ну, просто глянем, хотя бы, что оно, да как оно вообще работает. В принципе, урона у нас за счет 15 чистого должно быть неплохо, да. Мы все равно там наносим что в районе 40, так как бы нормально. Так, мы строим сюда вот эту штучку. Мы строим... Давай вот так. Ой-ой-ой. Вот так сюда. Горку. Это что такое? Металлом. Это вот эти наши вещи перерабатываются. Ладно. Ну все, поехали. Поехали. Кошмарить пауков. Кошмарим пауков. Слушай. Потерять 4 чистого урона, но взять в 2 раза больше доп. Здоровья. Это прекрасно звучит. Тем более, что мы подходим к деревне. Да. А в деревне, собственно, что произойдет, когда мы подойдем к этой самой деревне? Мы полечимся на процент от максимального здоровья, что важно. И чем выше максимальное здоровье будет, когда мы, собственно, придем в деревню, так, тем все будет лучше. Мы сейчас... Наверное, давай вот сюда поставим лук. Почему? Чтобы вот так вот построить строчку из гор. Меньше здоровья, но больше защита. Тут что? Чистый урон меньше, но опять же больше защита. Лицо мне отрывают как бы так нехило. Давай, наверное, пробуем вкинуться в защиту. Посмотрим вообще, ну, плюс-минус, буду ли я столь же быстро откидываться, да, от этих приколов. Давай поставим вот сюда, наверное, да, куда-нибудь паучье яйцо. Глядишь, под действием двух маяков, оно как бы не разгуляется. Как тебе идея? Ну, не знаю. Не очень понятно, на самом деле. В 2 раза больше. Но мы потеряем 3 защиты. Смотри, 9, 6. Наверное, лучше, конечно, смотреть так, чтобы подряд были 2 одинаковых противника. Но, так сказать, за неимением этакой возможности хочу просто больше хп, чтобы больше поднять при проходе через деревню. Ну, это как бы математика. Вот. Так, слушай, по ощущениям вообще, вот мы как бы и умереть можем сейчас. Этот круг мы можем не пройти. Мы с тобой еще не умирали, и мы не знаем, что будет. И, может быть, хочется как бы проверить, что будет, да? Но, с другой стороны, как-то не хочется умирать. Давай вот сюда поставим особняк вампиров. Вот сюда, типа, паучий кокон. Ладно, поехали. Типа, умрем, так умрем. Зато узнаем, а что будет, если мы умрем. Да? Ой-ой-ой, стоять. Ой-ой-ой. Как приятно выглядит. Начали прям такие козырные шмотки падать. Давай вот сюда ставим луг, потом поставим паузу, когда, значит, победим, чтобы... Кровавая роща, кстати. Кстати, кровавая роща. Я кровавая роща, между прочим, вообще-то, да. Ставим сюда кровавую рощу. Ставим, мы с тобой ставим кокон, павучий кокон. Мы ставим, давай вот сюда.
ну, в зоне действия фонарей хочется, типа, все это дело ставить. И хочется, на самом деле, сюда кинуть еще, в общем, сюда фонарь, да, сюда фонарь, чтобы их было еще меньше и прям было вообще хорошо. По поводу луга. Луг, давай, пусть там вот около особняка вампира пока побудет. Хотя, наверное, стоило сюда поставить. Ну, неважно. Типа, если ошибка, значит, ну и хрен бы с ней. Вот он, к слову, и дорожный маяк, о котором мы и говорили. Вот сюда вот мы его впендюрим, чтобы ну, хотя бы там у нас было чуть меньше проблем. Опа, еще один дорожный маяк. Так, и еще одна казна. Давай сюда казну впилим. Дорожный что правильно, як. Слушай, а вот тут получится... Ну, ощущение есть, что мы как бы скопытимся. Поэтому хрен с ним, с Личом. Не убьем мы на этом кругу босса с тобой. Ну, типа, здоровья мало, получаем уронов много. Стоять. 23 защиты. Это я понимаю. Лё, по 4 били, а били по 11, да? Ну, около того. Вообще прекрасно. Вообще... Ой-ой-ой, это что такое? Контрудар, регенерация в секунду, больше урона. Но мы теряем защиту. Зато получаем, ну, почти 2 здоровья в секунду. Нужно ли оно нам почти 2 здоровья в секунду регенерировать? Мне кажется, что нет. Ну, типа, 2000 это сколько? Типа, это 0,2% в секунду. Типа, такое. Я не знаю, конечно, сколько мы проходим круг. Но мне кажется, что это прям очень сомнительно. Даже если оно работает во время поединков, то, как бы, по сути, если мы деремся 1 на 1, типа, тот наносит 6, но будет наносить больше, да? Потому что тут 5 защиты. Нет, мне кажется, это невыгодно нам с тобой. От слова совсем. Так, луга, поехали, луга, давай, луг. Луг и поехали. Лё, сожрал. Жрущие все деревья. Защита, чистый урон. Не хочется терять пока чистый урон. Сюда мы ставим гору. Так, увеличиваем максимального здоровья. Показатель, собственно. Уклонение транспорта. Слушай, надо попробовать какое-нибудь, типа, может, уклонение собрать. Там, вот, типа, 13%. Собственно, доколе и зачем оно мне нужно? Оно нужно, наверное, для того, чтобы не получать так сильно по лицу. Хотя, слушай, вот мы за этот круг потеряли, ну, типа 200 хп. Ну, потеряем еще, может, полтос. Сложно. Вот когда, типа, толком ни хера не понимаешь, типа, все очень сложным кажется. То есть тут построим рощу, тут построим скалу. Поехали. Ля, нам дали металлолом. Типа горная добыча, или это прям из казны выпало за то, что мы вокруг нее строимся? Забвение одно есть еще, и это прекрасно. Так, давай вот на паузу поставим. Уменьшим скорость до единички. Дадим ему зайти в деревню. Вот, полечиться. 500 здоровья. Очень хороший вопрос на самом деле касательно этих самых 500 здоровья. Ну и, собственно, вопрос. Идем ли мы в деревню или мы хотим дальше воевать? Давай поставим сюда лук с тобой. Мы? Да, правильно. Может пойти в деревню, как девочка? Или как бы, ну, умереть как мужик, зато мы посмотрим, что будет, если мы умрем. Давай посмотрим, что будет, если умрем. Идем до Талова драться. Ставим скорость экспедиции x4.
Ой, кажется, мы умрем прямо сейчас. Смерть без смс-регистрации, так сказать, в прямом эфире. Из 500 хп мы потеряли 200 за один кэмп. Это прям отвратительно выглядит. Больше здоровья. Больше защиты мы не получим отсюда. Получил по лицу. Крысич. Так, маяк. Ну, давай маяк вот так поставим сразу, чтобы он нам... Тут он нам, чтобы и помог. Так, разбиваем лицо псине. Сутулой этой. Плюс 1 защита. Это тоже защита, я считаю. Что выпадет из скелета? Из скелетов, по-моему, не выпадают, кстати, вот эти вот карточки. Из них, да, вот выпадает только что-то сугубо типа брони. Не хочу я надевать эту броню. Ну, типа проценты, 4 урона, но при этом теряешь 200 здоровья. Как-то грустно. Звучит вообще не прельщающе. Так, а вот это вот уже... А вот это уже давай возьмем, на самом деле. Да. Я думаю, это мы и возьмем. Ля, что еще такое? Аргулия, искусственная жизнь. А ты откуда взялась такая красивая? Откуда? А, ну, кажется, Гаргулья нам сейчас, собственно, и расскажет, что жили мы всю жизнь неправильно. Так, стой. Есть ощущение определенное, что умрем мы с тобой на следующий ход. Ну, давай сделаем сразу вот так. И... Возможно, нас убьют тут, возможно, в следующей клетке, но типа зато мы сразу получим побольше ресурсов, потому что, ну, мы вроде как там часть потеряем, и не все, насколько я понял. Поэтому как-то хочется сразу взять побольше, чтобы, собственно, часть, которую мы потеряем, была побольше. Логично. Логично. Особняк вампиров, вот. Сдался он мне. Слушай, а... Не, ну максимальное здоровье на текущее вообще никак не влияет, поэтому как бы без разницы, да, все это дело. Давай вот, типа, сюда поставим эту штуку, сюда поставим, типа, особняк вампиров. Сюда поставим гору, попытаемся. А вдруг получится, попытаемся просто вскрыть казну. Ну, видимо, не получится. Да, не получилось. Ну вот. Считай, я тебе скажу, не нравится мне умирать. Смотри, сколько мы сохранили, сколько мы потеряли. А взять все, а что нужно? Еще это. Череп какой-то нужен, чтобы все взять. Вы погибли в бою. Смерть не любит одаривать павших, но для вас сделала небольшое исключение. При побеге забирайте 30%. А, ну 30%. Всего лишь. Ну, треть. Сука, вообще невыгодно получается умирать. Как бы гораздо выгоднее, ну, подгадать момент, где вот круг, где те как бы уже должны будут отписать, но еще не отпишут. Я жив, но как? Наши постарались. Небольшой группой оттащили тебя сюда. Было непросто. Как вы смогли отбиваться от всех этих монстров? Они едва не отправили меня на тот свет. Это тоже интересно. Многие из них пропадали прямо у нас на глазах. Некоторых удалось избежать. Но большинство тварей, думаю, пропали до того, как мы выдвинулись в путь. Думаю, все твои вылазки тесно связаны с твоей памятью, друг мой. Все рассыпается, стоит тебе как следует забыться. Ага. Ну, получается, я есть память. Че моргает? Карточка новая, что ли? Ля, новая хронокристалл. Кристаллы, преломляющие не только свет восходящего солнца, но и само течение рассвета. На клетках вокруг каждый вошедший день считается за 2. Ну, звучит прикольно. Берем. Хотя, с другой стороны, смотри, каждый прошедший день считается за 2. То есть, типа,
как бы мы получаем в 2 раза больше исцеления от лугов в день, но и спавнится в 2 раза больше монстров. Да? Если нам будет выпадать недостаточное количество дорожных фонарей, то, сука, это сыграет с нами злую шутку, эти хронокристаллы. Ну, давай попробуем. А чё? 7. Подожди. А если, типа... Я могу выключать... я могу, типа... чё я могу? Так, ну то есть у меня как бы перебор на одну карту, по сути, да? Нужно от одной карты избавиться. Что я больше всего не люблю? Ну, наверное, особняк вампиров я не хочу в принципе встречать. Давай его и уберем. Слушай, а вот сейчас вопрос. Вопрос, знаешь какой? А что если сыграть как пуси-плеер? Получается, будет какой-то не луп-хиро, а пуси-хиро. Но вот тут есть границы, типа, да, как и тут, максимальная, минимальная. То есть, типа, мы не можем взять меньше, да, меньше 2 вот этих карточек, и больше 2 тоже не можем. Но можем взять от 2 до 6 этих карточек, и как истинный пусибой выкинуть, допустим, вот эти 2. Ну, хронокристалл хочется посмотреть, поэтому их мы оставим. Поле битвы мы уберем. Кстати, ни одного поля битвы не выпало в прошлый раз. Здесь мне как бы все нравится, но я хочу, чтобы мне выпадала казна, а увеличить шанс на его падение мы можем, убрав маяк. Забвение мы оставим, потому что оно дает много приколов. Тут, в принципе, все. 2, 2, 2, 1, но как бы ничего убирать толком-то и не хочется. Pussy Player Game в деле. В деле. Я не знаю, насколько это правильно мы сделали. Может быть, выгоднее было оставить больше мобов, чтобы получать больше ресурсов, но, типа, плевать. Чё вообще, почему меня должны волновать какие-то там ваши вот эти вот приколы? Так, вот, хронокристалл, собственно. Так, строим горы строим. Давай его присобачим. А мы оставили дорожные фонари, да? А я не хочу ставить его сюда, потому что дорожные фонари. Хочется как бы, чтобы вот, допустим, вот здесь, ну вот типа вот здесь вот так у меня стояли 3 дорожных фонаря. Давай воткнем его вот, ну типа сюда, чтобы как бы минимализировать его действие. И вроде бы он и работал, но не сильно страшно. Хотя вот, ну может сюда типа, или сюда. Без 2, тут без 4. Все 8. Тут 6 получается, а тут 4 он покрывает. Так, 4. Так, нет, давай сюда. Не хочу я рисковать. Я уже понял, что как бы кто в этой игре рискует, тот получает по лицу, сука, больно очень. Спасибо, больше не нужно мне этих приколов ваших. Внимание, вопрос. А мы в эту сторону и не построим эту, как ее там, часовню. Поэтому сюда мы поставим эту штуку, а сюда, наверное, луга. Хотя, наверное, я бы поставил, типа, вот сюда впритык к горе еще, ну, к горному пику еще 2 горы. Это бы дало мне плюс, типа, 10 здоровья, да? А сюда 2 вот этих штука. Не, хочу сюда поставить. Ничего, все, я чуть думать сюда пришел, что ли? Думаете, рогалики для умных? Да, наверное, для умных. Но я не хочу думать. Хочу найти идеальную беспроигрышную стратегию. Если кто-то вдруг из вас знает ту самую идеальную беспроигрышную стратегию, о которой, собственно, идет речь, то, ну, как бы, напишите мне о ней. Я буду вам безумно благодарен, безумно признателен. А у нас тут дальше что?
получается. Луга можем как бы сюда поставить, но сюда не хочется их ставить. Если вот по-честному, да? А рощу давай вот сюда вот поставим. Ну, типа 2, что так? Нет, так, если будет, то 1. Поэтому, наверное, сюда скалу, сюда лук. Вот так вот. Давай просто сразу раскидывать, потому что не хочется экспериментировать с пропадающими карточками. Хотя, может, поэкспериментировать стоит. А давай просто посмотрим, ну, типа, будут ли они вообще пропадать или не будут. Все, наблюдаем, будут ли пропадать карточки. Я все сказал. Так, щиты. На мне 4, 4. А почему железный дает защиту меньше, чем деревянный? Вопрос. Есть определенные вопросы к человеку, который ковал этот железный щит. Да, мы будем сейчас просто копить 2 защиты. 4% скорости атаки, я считаю, полная еще булшит. Поэтому, вот как бы, ну, 4% это вообще ни на что, блин, не влияют. Вот реген в секунду на текущем этапе нам поможет. Должен помочь, должен неплохо помочь. Типа, защита, до сих пор я не понимаю вообще, как она работает, поэтому просто пусть там лежит. Слушай, а так приятно, очень много выпадает, ну вот именно полезных для меня ресурсов. Стоять. Так, давай мы первый маяк вот сюда, вот, дорожный фонарь вот сюда воткнем. Да, и как бы меньше всякой херни, которая меня душит. Меньше духоты и больше приятных вещей. Фонари выкинем сразу, просто потому что, чтобы я не забыл, что они там должны стоять. Ты такой вряд ли, конечно, забудешь, но все же. И мы копим. Мы копим картонки. Мы копим картонки. Но никто не говорил, что мы копим шмотки. Копим картонки, смотрим максимальное количество картонок в руке. Дорожный фонарь. Так, тут у нас получилось сколько? Ну, типа 3, да, 10. 10. Больше 10. У меня просто вопрос. Вот, 1 из 12. Если нам будут выпадать новые карточки, сгорают старые. Понял. Обрывок воспоминаний. Чьи-то заблуждения, слухи, мифы. Потребуется неделя, чтобы это понять. Годы, чтобы решить, нужно ли это. 10 отрывков складываются в целую книгу памяти. Ля. А я такого не видел. А что-то интересная какая-то. Ля. Блин, может стоит нажечь их на книгу памяти? Что думаешь? Давай ножом. Давай ножом соберем вообще, ну посмотрим, нахера она нужна, эта книга памяти. В принципе, давай просто пожжем с тобой. Вон сколько слизняков. Это только 3-й уровень петли, поэтому в принципе окей. Маяк не хочется терять, не маяк, а дорожный фонарь. Поэтому его мы сразу сейчас выставим, типа вот сюда. И все, ну и дальше как бы. 12, 13 сгорает, получается, да? 3, 6, 9, 12. Да, 12. Все. Стоп. 3, 6, 9, 12, 13. 14 сгорает. Ага. 7. Главное, чтобы казнание сгорело. Короче, главное сейчас не переусердствовать. Мы получим одну книгу, я думаю, знаний 9. Все, ну и, наверное, последний. Опа. 193. Опа. И, ну, больше не будем. Я думаю, смотри, 10. Все, одна книга знаний. Не смей мне давать сейчас ничего. Мразь. Так.
поехали. Книга есть, и это хорошо. Ставим казну, строим горный пик. Собственно, вот так вот. Строим горный пик. Раз. Здоровье, дающий горный пик. Непонятно, как он вообще работает. Окей, тут хронокристаллы эти, будь они неладные. Давай, ну, наверное, куда-нибудь вот сюда вот поставим. Кладбище где-нибудь по пути сейчас, чтобы залутать, чтобы подобрать с него максимальное количество value. Валуе, да? Вот сюда мы ставим эту штучку. Давай еще вот сейчас мы сразу себя ставим в рощу. И куда-нибудь вот сюда ставим еще одну рощу. Реген секунду уклонения. Пусть будет. Вообще выглядит прекрасно на самом деле. Так. Ну вот у нас есть эта книга. Только правдивые факты и множество истин. Но только о чем-то одном и только один раз. Собственно. Звучит как-то слишком высокопарно. Как будто, я не знаю. Не знаю. Две защиты. Не, ну вот эти маленькие шансы неинтересны на самом деле вообще. Две защиты. Не знаю, как работает защита, но знаю точно, как работает регенерация в секунду. Регенерирует каждую секунду. И это звучит гораздо более приятно, нежели... Давай вот сюда вот поставим лук. Да, гораздо более приятно, нежели то, чего я не знаю. Тем более, что... Ну, вот как? Ну, сделали бы хоть аннотацию при наведении на нее. Я был бы безумно рад и благодарен. На самом деле. Ну, вот реально, вот этого не хватает. То есть есть аннотации при наведении, блин, на что угодно, но нету аннотации при наведении на параметры, собственно, эти самые. И ты такой как бы, ну, а зачем? В чем смысл? Смысл-то в чем? Так. Ставим сюда скалу. Короче, сейчас мы будем скрывать вот эту вот, собственно, казну. Получать из нее много приколов, много плюшек. Слушай, ну мы вообще пока что мы ходим просто как боженьки. 13% вампиризма, конечно, прекрасно, но 13% от 17 это типа 1. Там, ну, в лучшем случае, если они округляют, да, как бы, то это 1. Это вообще не интересно. Вампиризм интересен, когда мы наносим много урона. Вот тогда да. И когда его, ну, много, наверное. Потому что, типа, ну вот, ну окей, если его даже 10%, то, ну, чтобы было ощутимо хоть как-то, нужно 50 урона. При этом желательно вообще иметь какую-то либо повышенную скорость атаки, либо контрудары. Да? Ну, хотя не знаю, а он будет вампирить с этих, собственно, контрударов, а может вообще нет. Ну, непонятно. Непонятно от слова совсем, поэтому как-то толком не хочется в это ввязываться на текущем этапе. Так, валим гарпий. Выносим, Вася, выносим из чата гарпий, крысоволков этих вот. Казна. Еще одна казна. Слушай, еще одна казна звучит приятно. Так, давай вот сюда мы строим гору. Эта казна вскрывается. Получаем просто дохерища ресурсов. А меч, конечно же, мы берем вот этот. Вот сомнительно, не хочу это брать. Поставим вот эту штучку, давай. Построим сразу сюда луга. Вот так, сюда и сюда. Чё это все взял, молодой? Ты так не надо шутить. Так, ну вот не лучшим образом поставил скалу, конечно. Гору.
Сюда ставим скалу, потом скалу ставим сюда. Вот тут закрываем горой. Сюда опять же гора, скала. Ну, может быть гора. Но это уже совсем другой вопрос, собственно. Сюда можно сразу лук поставить. А мы, наверное, это и сделаем, да? Но это еще не точно. Смотри, гора. Луг. Потому что можем. А теперь вопрос. Ну вот, сюда, наверное, я тоже поставлю. Сюда я поставлю луг. Или сюда. И давай пока не будем ставить эти луга. Зачем спешить? Слотов еще много. Новую книжку получать не хочется. Не знаю, зачем она нужна. Но узнать очень хочется. Поэтому нужно следить за тем, чтобы вот не проморгать тот круг, когда нам, собственно, порвут личка наш, побьют, уклонение, вампиризм. Кстати, вопрос. Вот сейчас, типа, мы можем повысить уклонение на 8%. И это уже будет 26. 26 это неплохой процент на самом деле. Но мы жертвуем 2 сотнями хп, типа. И вопрос, стоит ли оно того? Нет, не стоит. Мне кажется, что нет. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что нет. Если ошибаюсь, то ты всегда можешь высказать свое мнение в комментариях. Я его учту, потому что я ничего не понимаю пока что в этой игре. Но ты-то, может, понимаешь. Ты-то, может, знаешь, что херню какую-то творю. И ты мне подскажешь, потому что я всегда только за то, чтобы вы мне подсказывали. Очень люблю, когда мне подсказывают. Так. Давай вскрывать казну будем. Типа, если вдруг если вдруг мне прям вот приспить... Вот сюда еще одна казна просто сейчас не влезет. Или влезет, слушай. А давай. Ну, как бы... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так вот. Давай так. Влезет. Даже... ну вообще влезет, как бы. Ха. Так, давай вот эту мы гору ставим сюда. Вот сюда мы ставим скалу, вскрываем казну. Теперь мы ставим гору, типа, вот сюда. Мы ставим хронокристалл, давай, типа, вот сюда. Сволочи. Ваши гоблины. Блин, ну хочется гоблинов-то приструнить маленько. Ладно, пока так, пусть стоит. Пусть стоит просто. 19%. А тут можем получить 400. Давай 400 урона. Меня приличает гораздо больше. В данный момент. Да, вот по-хорошему сюда бы надо поставить ее. Но... У меня много лугов накопилось. Давай пока что их вот так вот раскидаем. Может, хронокристаллы так и остались хронокристаллами. Ну, зато теперь вокруг них цветочки. И я лечусь больше за каждый прошедший пройденный мной день, да, так сказать. Еще одно логово гоблинов. Ну, неприятно, конечно, но... Но как бы да. Гля, как бы после слизнев волночка милая остается. Так, ну... Смотри, мы прям хорошо перекроем дважды вот эту вот часть, но вон тот вот пятачок, вышедший туда, будет, конечно же, в опасности. С другой стороны, можно взять забвение и снести лагерь гоблинов. Вследствие чего, как бы, получить много приятных приколов выйдет. Вот сюда вот построим вот эту штуку.
Ну, гора, хочется от горы получить как можно больше, поэтому, наверное, давай лук пока поставим вот сюда, выпадет гора, воткнем ее сюда. Ну, не будем мы сейчас получать от луга полную, да, как бы эту, полный бонус. Ну и ладно. Зато потом мы поставим, ну вот даже вот так мы поставим сейчас, и будет вообще с кайфом. Там будет плюс 5 с той горы еще сверху, а это очень и очень приятно. Кладбище. Вот, кстати, кладбище надо куда-нибудь... Ой-ой-ой. А шишка задымилась. Так, вот это мы ставим сюда. Мы ставим по пути где-нибудь вот здесь. Давай в зоне действия этого фонаря поставим 2 кладбона. Вот этих фонарей вообще. Блин, надо было, наверное, сюда ставить. Ну ладно. Вот сюда 2 кладбона этих, чтобы получать с них, ну, как бы вообще максимум кайфа. 10%, 3% роли вообще не сыграют. Ну, может, конечно, и сыграют, но как бы я не верю в это. По крайней мере, я в это не верю. Вот, стоять. Сомнительно. Нет, ладно, давай хрен с ним, с хронокристаллом. Давайте пусть... Опа-па-па. А вот тут 9 на 10%, вот это звучит приятно. И теперь... Ну, блин, реген здоровья в секунду все равно очень такая будоражащая мое сознание вещь. Защита 23, непонятно, зачем она нужна. Пусть будет пока реген. Он в любом случае приятнее сейчас. Ну, текущий момент, по крайней мере, точно. Так, смотрим. Скала. А что можем сделать? Можем сделать вот так. Получить максимальный бонус с этой скалы. Можем... Тут без разницы, да. Можем пока вот это сюда вот так поставить. И пусть он тут стоит. Хронокристалл сюда. Воткнем. И идем дальше. Нужна гора сюда, гора сюда. Скалы падают. А падают скалы. А нужны горы, а падают скалы. Нужны, собственно, да, а падают, собственно, да. Так, если мы ставим сюда гору, скалу, гору, скалу, допустим, да, ну вот тут пусть будет луг, в общем-то. Хочу сейчас от этих лугов получать просто максимум импакта, чтобы они меня лечили и лечили хорошо. Так сказать, а иначе зачем они вообще нужны? Ага. Ну, это пока не будем трогать, пусть пока лежит. Но теперь я боюсь, что сейчас, не знаю, я убью какую-нибудь пачку, и мне высыпется прям миллион этих карточек, потому что там какие-то вот на горизонте маячат большие довольно-таки пачки. Высыпется миллион карточек, я не успею, и забвения сгорят. А забвение, безусловно, великолепная карта. Она, ну, как бы функциональная, мне кажется, очень. Я как бы так почитал, у нее прям вот очень хорошая, очень качественная. Их много функций, приколов. У нее много. Так, дорожный фонари. Давай вот сюда его и поставим. Опа, видал, гоблин убрался. Ничего, нормально. Вот это я считаю хорошо прям. То есть максимально 4 дорожный фонарь сокращает на 1, да? Если будет 2 дорожных фонаря там... О, урон по всем мне нету. Ну, 9 урона такое. Вот если у меня будет там 2 дорожных фонаря, значит, и их будет не больше 2, я так понимаю, если один сокращает до 3. А ну вот для него отличное место прям. И вот эта клетка вообще будет клеткой пересечения 3 фонарей. Там не сможет спавниться больше одного моба. И мы туда всандалим, ну, какое-нибудь, типа, там, кладбище или этот... Не знаю, что-нибудь такое. Так, ну, давай сюда вот воткнем скалу. Поехали. Ну, кладбище, наверное, просто потому что... Ну, или рощу.
Не, из рощи он убегать может, а из кладбища не может убежать. Кладбище, наверное, в такое место гораздо более выгодно будет поставить. Так. Тем временем. Тем именем. Так. Давай поставим вот сюда рощу, наверное. Луга. Так, ну нормально. Вот сюда строим луга. А вот сюда тоже строим луга. Вот сюда мы построим скалу. Туда потом еще одну гору надо будет запихнуть, когда гора выпадет. 5 камней уже, слухай, молодой красивый. Мы можем, мне кажется, уже, в принципе, возвращаться домой даже, наверное. Но если вдруг нам вздумает... Не. Если вдруг нам вздумается, можем уже идти домой, потому что у нас уже довольно много ресурсов, и выглядят они прям очень привлекательно. Все, вот это, посмотри. Продуктовых запасов 3. Ну, просто если мы умрем с таким количеством ресурсов, мне будет обидно. Даже как бы, ну, вроде бы потеряю треть. Я не знаю, на что влияет эта защита, но будем надеяться, что это благополучно скажется на мне. Слушай, а мы почти заполнили карту. И когда мы ее заполним, появится босс. Слушай, ну казна вряд ли уже выпадет. Честно. Поэтому давай-ка мы будем заниматься вот подобными вещами. Хочу ли я увидеть босса? Просто вряд ли он мне даст оставить книгу. Если он меня убьет, мне кажется, у меня не останется книги. 1 и 2. Так, давай так, ну типа 10% от... Это трешечка, это больше. Ну, если я наношу удар в секунду, опять же. Я вроде как наношу меньше удар в секунду. Ну, 2-3. 2-3 все равно. Стоп. Контрудар. Ну, тут реген в секунду. Посмотри, какой. И в таком случае мы заменим вот это, чтобы получить типа 30% контрудара. Это уже что-то. Это уже прям хорошечно, я считаю. Считаю, это прям... Куда там можно... А, вон еще можно лук поставить. Если... Давай попробуем босса убить. Убьем... Попробуем убить босса. Убьем, не убьем. Кто знает, непонятно. Нет, бонус терять. Ну, типа, сейчас процент хороший, а там будет дальше, ну, типа, не очень. Но получим скорость атаки, с другой стороны. И как бы вампиризм у нас есть. Будет больше исцеления. Слушай, это выгодно. Блин, ну там хороший процент. Давай посмотрим просто вот сейчас следующие два. Во-первых, он регенится с контрудара. Во-вторых, они прокают довольно часто. Вампиризм падает на 1, но появляется больше урона, еще и реген в секунду. Давай. В таком случае давай максимализируем урон. И будет типа вот это вот звучит прекрасно. Слушай, да, должно быть прям хорошечно. А почему нету меткости, показателя меткости? Потому что есть показатель этих хронокристалл. Потому что есть, блин, показатель этого уклонения, и все могут уклоняться, но при этом нету показателя меткости, который можно увеличить, чтобы, собственно, нивелировать это уклонение, чтобы минимализировать рандом, да, как выиграть в играх с рандомом? Нужно минимализировать рандом, склонить его на свою чашу весов. Смотри, сколько тут мобов. И мне кажется, что мы... Не, ну мы хотя бы на него посмотрим. Давай, погнали. Если что, я подумал сейчас. Я просто хотел сказать, просто за кадром отыграю, но сейчас у нас начнет гореть, сука, забвение.
Конечно же. Это падла. Так, ну давай. Вот, забвение, собственно, мы применяем, чтобы... А, если в него... Ну, типа, забыть о боссе. И все, и не было. И не было молодого. Ну, возможно, это было бы умным решением. Не знаю, на самом деле. На самом деле, прям вот, ну, не знаю. Было бы забавно, если бы такое можно было бы прям полноценно реализовать. Давай, типа вот здесь, сука. Ну, вот это был лишним. Ну, в попахах понаставил. В попахах понаставил, плохо понаставил. Идем, бредем, мы поле только мы с конем по полю. А ну-ка. По полю вдвоем. Уклонение. Тут больше регена. На 8% меньше хп. Контрудар 14. Уклонение приятнее, на самом деле, наверное, чем контрудар. Спросишь меня, почему? А я тебе отвечу, почему. Ты не знаешь, а я отвечу. Сейчас в таком случае, типа, когда мы придем домой, в любом случае нам драться с боссом. Мы там либо умираем, либо выигрываем, да? Мы там либо умираем, либо выигрываем, но константа, да, в этом уравнении лишь одна. Это то, сколько мы с собой унесем ресурсов. Ровно 30% от имеющихся. И я надеюсь, что это останется таковым. И раз уж 30% ресурсов мы унесем, в любом случае, то я предпочту, умирая, да, иметь как можно больше ресурсов у себя в руках. 4, давай 7. Давай просто попробуем сейчас набрать много регенов в секунду. Посмотри, ну вроде неплохо выглядит даже. Вроде выглядит прям прекрасно. Слушай, ну великолепно, я считаю. Скала. Хронокристалл, давай, пусть тут стоит. Роща, пусть тут стоит. Кладбище, плюс пусть тут стоит. Гора, пусть тут стоит. Вот эту гору активирует, так сказать. 8 камня уже поехали. Слушай, ну вот прям вот финалочка. Чувствуется. К слову, у нас на полтинник хп стало больше с того момента, как мы последний раз переодевались. Поэтому этот мув был оправданным, я считаю. Сейчас стоп, пауза. Уберите отсюда лишнее. Сюда мне, пожалуйста, штуки. А вдруг мы сможем активировать сейчас скалу? Ну, типа эту кузню, казну. Я не говорю, что мы прям сможем, но если сможем сейчас ее активировать, да, это будет прекрасно, потому что, опять же, повторюсь, чем больше мы с собой унесем ресурсов, тем лучше. Стоять. Ну, вообще, помойка. Блин, 20% вампиризма. Но мы потеряем... Прошу прощения. 20% от 30 это 6 за удар. Ну, типа, по-моему, такое. Ну, от 40. Ну, даже от 40 это 8 за удар. Это больше, чем 2,4. Вопрос, в секунду ли? Давай оденем. Оденем, если наше здоровье продолжит неумолимо расти, ну, и хорошо. Другой вопрос, интересно, сколько, блин, урона у босса. Это тоже, как бы, такой немаловажный аспект, на самом-то деле.
Давай, вот это ставим сюда. Вот это ставим сюда. Еще не лагерь, но мы его уже прошли. Вот эту штуку поставим сюда, просто чтобы получить камень. Здесь, блин, 3 регена в секунду. А тут... получается, урон вырастет на 20-ку. Получается, на 8 вырастет вампиризм. Еще на 8, да? Ну, звучит приятнее. Тем более, быстрее убиваем врагов, меньше получаем по лицу. Логично. По-моему, все очень даже логично. Я не знаю, но я надену. Не уверен вообще, что это мне нужно и поможет. Но я это сделаю. Так, у нас тут что? Ну такое, не, помойка. Нам это не нужно. Нам это не нужно. Давай добиваем, получается, слизней, двух скелетов. И смотрим, что в итоге выходит у нас перед битвой с боссом. Ну, хочется сейчас, и они падают. Совсем перестали падать карточки. Хотелось бы, блин, вскрыть казну. Но видишь, типа, не выпадает. Слушай, мы потеряем, типа, 6, но получим, во-первых, плюс 4 урона. И увеличим скорость атаки, что повлияет на наш, собственно, вампиризм во все поля прям. Блин, ну всего лишь один лук выпал, да? Ну это печально, что я могу сказать. Ладно. В любом случае... Босс. Как это возможно? Он похож на Санса из Undertale. Вот именно. Ты не смог пожрать меня, как весь остальной мир. Так ты думаешь, что не смог? Что ты пытаешься сказать? Вот же я перед тобой. И я поглотил всю твою реальность, каждый отдельный ее элемент. Покоится в своем личном, в моем личном карманном измерении, в своем, неважно. Пространство существа, информация, даже память. Там они и должны покоиться до тех пор, пока энтропия не сделает свою работу и не превратит все в однородное статическое месиво. А нахуй? Зачем? Конечно, это касается и тебя. Ты безумен. Давай посмотрим, что у нас тут. Ага. Ты нашел способ взаимодействовать с прочими кусками своей реальности. Ты нашел способ взаимодействовать с прочими кусками своей реальности, рекомбинировать их, упорядочивать и объединять. Но как? Я вижу, у тебя нет особых талантов или знаний. Да ты едва ли сам осознаешь, что происходит, верно? Я скажу тебе, что происходит. Куча костей потрошит мой мир и думает, что ей за это ничего не будет. Да, сука? Ты уже обречен, и ты это знаешь. Возможно, ты первый случай в череде систематических ошибок. Проблема, которую я должен научиться решать. Если ты сдохнешь, девочка, проблему решать будет некому. Не будем медлить. Не думаю, что ты способен жалеть о содеянном. Сегодня мы это изменим. Я согласен. Опа, стоп. 148 и 96 урона. Так, атака 0,36 в секунду. 0,36 атак в секунду. То есть он раз в 3 секунды атакует. И у него 1000 здоровья. Нежить космическая маг с душой. Не знаю, что все это значит. Исследователь. Каждый дворец Лича на начало боя повышает урон и здоровье на 5%. А 25%. 5 на 5% усиление дворцами. Чистый урон. Весь его урон чистый получается. Ну, просто лупим. А что нам остается? Мы ничего сейчас не можем, да, получается, уже сделать. Все, что собрали, все мое, так сказать, просто лупим, надеемся на то, что как-то неоднозначно 500, а он мне сколько снес? Ну, тоже, наверное, 500. Пока 1 к 1 идем, на самом деле, по ощущениям.
И... А подожди. Кажется, я побеждаю. Мы побеждаем. Дружище, мы одолели Лича просто... А, вот он, сука, этот череп, который нужен, чтобы оставить себе лут. Немыслимая чушь. Это невозможно по столь многим причинам. Я не понимаю. Теперь верни все на свои места. Не могу. Я уж даже справился со своей задачей, пусть и не идеально. Ты не в том положении, чтобы отказываться, мешок костей. Он уже получил все, что я смог собрать. Я хотел увидеть, чем закончится наш крестовый поход против Вселенной. Просто увидеть результаты. Мое дальнейшее чувство не обязательно участие. Кто он? Кто, сука, он? Я понял, в каком-то образом связаны, верно? Вот почему. С кем? С кем? Слышь, сука, отвечай мне на вопросы. Я паяльник сейчас включусь, да, сука, костяной. Водкой тебя болью, она кальций хорошо вымывает. Мы в космосе. Вообще, стоп, космический лич. В условиях низкой гравитации кальций из костей очень быстро выходит. Как бы, это проблема всех космонавтов. То есть, ты вообще должен просто... А ты, блин, даже не в условиях там какой-то искусственной около гравитации, вот этих всех приколов, ты, блин, летаешь в невесомости, ты уже давно должен был рассыпаться. Ты сам скоро все узнаешь. Эта аномалия не ускользнет от его внимания. Сейчас ты не увидишь смысла в моих объяснениях. Ну, ты прав. Тогда избавь меня от своего хрипа и просто умри. Я согласен. Если мешок костей сказал правду, мне предстоит долгий путь. Если потребуется, я построю весь мир с нуля, и череп этой твари станет первым кирпичиком в его фундаменте. Леша дело. Только начало. Ачивку получили. Ваша награда. Миллион ресурсов просто. Ага, вот вопрос. Слушай, я могу идти дальше. Могу сейчас как бы навернуть еще кружочек с лутом с этого парниша. А могу пойти в лагерь. И я думаю, что мы с тобой пойдем в лагерь. Слушайте все, Лич мертв. Проклятие снято, но... Что за Лич, какое проклятие? Я, конечно, тебе верю, но понятия не имею, о чем ты. Вы не помните мертвого мага в шубе со скипетром, окутанным звездными туманностями, парил над миром на огромных сверкающих крыльях, пожирал мир клочок за клочком. Странно, к тому же вокруг и правда все как прежде. Почему? Напрашивается вывод, что причина этой тьмы в чем-то еще. Справедливо. Тебе Лич сказал, тупой, Скелет упоминал что-то про него. Кто бы это ни был, он должен быть связан с забвением мира. И я-то... А ты смышленый, хоть и туповатый чуть-чуть у меня. Герой главный, ну не важно. Кажется, у меня нет иного выбора, кроме как продолжать свои вылазки. Ладно. А теперь мы принесли жить просто дохериллион ресурсов. Давай что-нибудь... Притон. Помогать нуждающимся в столь нелегкое время ваш долг... Мне не нравится притон, где я всех буду обслуживать. Построить можно лишь по соседству с полевой кухней. Открывает доступ к новому классу плут. Ага. Подожди. Хижина травницы. Старые руки травницы помнят, как смешивать сухие травы и варить из них живительные изделия. Зелье лечит 4% здоровья. Можно взять с собой до 3 штук. В лагере пополняются 2. Открывает карту болота. Ага. Окей. Кузня. Кузнец всегда найдет себе работу. Даже после конца света. Позволяет начать экспедицию с начальной экипировкой воина. Открывает доступ к созданию инструментов для лагеря, если построен пункт снабжения. А где пункт снабжения? А вот пункт снабжения. А я его не могу посмотреть, да? А это что такое? Гимназия. Место, где вас научат счету, грамоте и как не перечить учителю. Физическая подготовка в приоритете. Ну, конечно, блядь. Школа, блин, гимназия, нахуй. Шаран местная, чисто, блядь. Там вот хуй-то всякое занимается.
Так, открывает возможность получения умений при убийстве монстров в экспедиции. Открывает карту деревни. Слушай, чё? Ну, давай мы с тобой что сделаем? Мы с тобой сделаем две вещи. Мы построим притон, потому что мне нравится название. Прикольное. Притон. Ловкий малый. А даже среди изгоев есть изгой-герой. Не суди строго. Пропащие души, что нашли утешение в вине и азартных играх. Лучше присядь и помолчи, и промочи горло отравой на свой выбор. Собственно, да. Ну, как-то не хочется травиться-то. И здесь не за этим. Как странно, эта обстановка и это место знакомы. А, ну да, я был алкашом. Я просто нажрался и проспал конец света. Вот и все, блядь. Просто потом все и улетели, а я такой с похмелью говорю, так, ничего не помню. Мир где? История алкаша. Вот, мы построили притон, и он нам весь сюжет только что пояснил. Мы играем за алкоголика, все это приступ белой горячки. Я здесь не за этим. Как странно. Да. Так это другое дело. Неужто раньше промышлял легким разбоем на большой дороге? Может, охотился за наградой, объявленной за чью-то голову? Будто кто-то знал и умел все это, и теперь все его знания достались мне. Да у меня уже откуда-то пара спрятанных за пазухой тузов в рукав надо прятать, дебил. И кажется, я срезал чей-то кошелек. Это же мой. Не поверил. Досадно. Заглядывай, как захочешь обсудить свое новое ремесло. И я ведь недалеко, не на кухне научился ловко обращаться с ножами. Ага. Ну, то есть у нас получится вор. Так, подожди, стой. А как? Ля, шо тут есть? Получается, что у нас? А где буквы меняются? Подожди. А вот он, класс Плут. Сражение получает трофеи с противников, которых... Класс Плут. В сражении получает трофеи с противников, которые обменивает на экипировку в лагере. Ага, в каком лагере? Ну в нашем. Плюс 5% к вампиризму с самого начала, 10% к любому свойству за каждый экипированный предмет с таким же свойством. Подожди, а что вообще воин умеет? Не имеющий особых преимуществ, наилучшей живучестью в сравнении с прочими классами. Плюс 2% к урону каждую секунду. Слушай, блин. Плут не может носить кольцо, но может носить ботиночек. Так, а вот эти вот характеристики у них. Чистый урон по всем, регенерация, вампиризм, скорость атаки, контратака, уворот, защита. Чистый урон по всем, крит шанс. Крит шанс, слушай. И крит урон у этого появляется. Так и защита, контратака, при этом у него нет вампиризма, но у него есть встроенный вампиризм 5%. Ну только 5% и больше мы не поднимем этому парню. Окей. Блин, прикольно. Слушай. Давай мы с тобой что-нибудь построим. Гимназию не можем построить, но пока что и не будем. Можем построить хижину травницы. Я считаю, что это нужно. Так сказать, для всеобщего блага построим хижину травницы. Это чудо, что нам удалось раздобыть немного плодородной почвы. И чудо, что удалось сохранить семена ценных лекарственных растений. Впрочем, для меня настоящим чудом является не нулевая эффективность всех этих целебных припарок и бальзамов. Мы многих потеряли из-за этой катастрофы. Не хотелось бы терять кого-то еще из-за болезней. И эти зелья помогут и тебе. Не забывай брать в дорогу флакон другой, и твои шансы вернуться невредимым возрастут. Окей, теперь у нас есть новый класс.
Притон. Притон, новый класс. Слушай, можем улучшать. А, не можем. Ебанешься. А тут сколько стоит? Ебанешься. Ладно. Мы с тобой открыли новый класс, убили первого босса сегодня, получили какой-то череп. Это на случай, если мы скопытнемся, чтобы все ресурсы с собой унести. Книжки нахрена нам нужны, пока что непонятно. Возможно, стоит построить гимназию, и как-то они себя там проявят. Но да, это уже потом. Вот. И построили, собственно, баночки. Нам классные. Плюс открыли карту болота. Давай глянем, что такое карта болота. Болото. Экспедиция карты. Болото. Ужасно зловонная и не менее ядовитая. Значит, раз в 3 дня создает комара. Все, что лечило вас или врагов, здесь убивает. Только зелья ведут себя по-старому. Окей. Ну, звучит как херь какая-то. Хотя, если мы с тобой берем особняк Блин, ну... Плутом это не сработает. Но это сработает с воином хорошо. Если мы с тобой берем особняк вампиров, типа того же воина, ставим болото, туда особняк вампиров. Комары, наверное, работают так же плюс-минус, как вампиры. Вампиры увеличивают, ну, как бы еще дают исцеление, и, наверное, увеличивают вампиризм комаров. То есть эти ребята, когда бьют меня, сами подыхают. И если надеть... Нет. Если надеть кучу типа контратаки... Но, блин, тоже как бы по лицу не хочется получать вампиризм. Ладно, я еще подумаю над этой схемой. Можно что-то интересное, мне кажется, с этим делом всем придумать. Вот, а тем временем, эта серия у нас с тобой подходит к концу, друг мой. Да, как бы это грустно не звучало. Но на этом мы заканчиваем. И с тобой был Гример. Рад был с тобой видеться. А ты пока что можешь пойти подписаться на канал, если не подписан. На ссылочке в комментариях тоже подписаться, если не подписан. И на них тоже. Вот. Потом, значит, поставить лайк, написать комментарий, что думаешь о том, что мы сегодня сделали. Круто ли, что мы убили Лича, или что лох вообще девочка мог убить в первой серии, а убил только во второй. Вот. И увидимся в следующих сериях.